Юра, у нас отмена. Всем привет, меня зовут Армен Захарян, вы на литературном канале Армен и Федор, и у нас возникла некоторая ситуация. В интервью Юрию Дудю я предложил свой список из 10 текстов, которые я бы порекомендовал прочитать инопланетянам, если бы они посетили нас своим вниманием. Данте, Пруст, Гёте, Чехов, Джеймс Джойс. Несколько раз я потом об этом пожалел. Многие обратили внимание на то, что вся эта классическая десятка — Гомер, Данте, Сервантес, Гёте и так далее — состояла исключительно из мужчин. Что же, ни слова больше. Давайте это уравновесим. Вот моя же десятка книг, которые я бы предложил инопланетянам, только в этот раз это исключительно книги, написанные женщинами. Разумеется, мы начнем приобщать инопланетян к прекрасному японским романам Моногатари «Повесть о Гэнзи», созданным Мурасаки Шикибу в конце X-го, начале XI века. История Гэнзи — это не просто любовные поиски и происки, нет. Это сложный лабиринт самопознания и неодолимого стремления к красоте. Через эту книгу инопланетяне смогут узнать такое человеческое качество, как стремление к гармонии, внешней и внутренней, столь же желанное, сколь тяжело достижимое. От гармонии и порядка переходим к их полной противоположности – страстям и хаосу. С ними, дорогих инопланетян, пусть познакомит роман «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Это книга о буре, что поднимается в человеческой душе и выплескивается вовне, книга о неумолимой силе страсти. Это роман, который, во-первых, напугает инопланетян этими дикими Хитклифами, ветвящимися Линтонами и множащимися Кэтринами и Кэти. Кто читала, не забудет, а кто не читала, исправляйте это упущение. А во-вторых, объяснит им, что человека могут иногда затапливать эмоции, и что враждовать можно не только с другими, но и с самой собой. Далее мы с инопланетянами отправимся в мой любимый XVI век. Не мог же я его в самом деле пропустить. Чтобы они прочитали сборник новелл Гептамерон Маргариты Наварской. Маргарита Наварская – сестра короля Франциска I, одна из самых ярких представительниц идей гуманизма во Франции, выдающаяся женщина, которая и покровительствовала писателям и поэтам, и писала сама. Ее Гептамерон, состоящий из 72 новелл, расскажет инопланетянам о том, как примирить человека вселенной Мурасаки Шикибу, стремящегося к порядку, и человека вселенной Эмили Бронте, стремящегося к хаосу. Потому что новеллы Маргариты Наварской исследуют границы человеческой морали, правду и обман, праведность и искушение. Следующая наша остановка – через 4 столетия и 1000 километров в Новой Зеландии, где мы познакомим инопланетян с Кэтрин Мэнсфилд и ее рассказами. «Мисс Брилл», «Вечеринка в саду» и многими другими. Через ее героев и сюжеты, казалось бы, такие будничные и простые, мы покажем инопланетянам, как даже самые мимолетные переживания могут раскрывать сложный внутренний мир человека. Покажем, как самые хрупкие и простые мгновения оказываются бесконечно ценными. Покажем, что человек – это не только размах и дерзновение, но и остывающая на столе чашка чая в доме одинокой пожилой женщины. Далее мы огорошим инопланетян словно обухом по голове, если, конечно, у этих наших братьев по неразумению будут головы, скачком в другую крайность. И от тонких душевных состояний героев Мэнсфилд обратимся к гремящим вопросам, которые ставит перед своими читателями Мэри Шелли. Я настаиваю на том, что ее «Франкенштейн» — это одна из главных книг в истории литературы, потому что никогда до нее вопрос об ответственности создателя за счастье своего создания не был поставлен так остро. Эта книга поможет нам рассказать инопланетянам о моральном выборе перед лицом прогресса, поможет предупредить их, что если они вдруг надумают иметь с нами дело, им стоит взвесить это решение до 70 раз, ибо даже создать из пыли и праха человека проще, чем сделать человека счастливым. И снова скачок во времени. И мы попадаем в 17 век, где встречаемся с совершенно уникальным произведением мировой литературы, одним из первых, если не первым психологическим романом в истории прозы. Речь, конечно, про принцессу Клевскую, Мари-Мадлен де Лафайет. Это не просто целый мир душевных сомнений и переживаний, в котором честь и долг встают между любовью и личным счастьем. Но еще и возможность показать инопланетянам, как иногда за блеском внешней добродетели скрывается сложная и страдающая душа.
И раз уж мы заговорили о долге, то пора познакомить наших дорогих инопланетян с Джейн Остин. И пусть удивительный и стройный мир ее романов откроется им воротами Мэнсфилд-парка. Во-первых, тогда они смогут познать границы внешней и внутренней свободы и то, как человек прощупывает их в борьбе за право на собственное счастье. А во-вторых, они увидят, что человек способен подчас на то, чтобы своей моральной стойкостью преодолевать любые препятствия. Поскольку если и есть в мировой литературе непоколебимый моральный императив, то это императив имени Джейн Остин. На этом мы почти прощаемся с XIX и предшествующими веками, ибо последние 3 книги перенесут нас уже в век XX. Я бы посоветовал дорогим инопланетянам почитать поэзию Виславы Шимборской, великолепной польской поэтессы. Она поможет понять им, что такое внутренний мир человека, как личность наблюдает за самой собой, как ее сложная природа отражается в простоте жизни. Поэзия Шимборской показала бы инопланетянам, что очень часто понимание мира человеком – это не более чем набор вопросов, на которые нет, не может быть и никогда не будет ответа. И еще одна поэтесса в этом списке. Впрочем, она просила называть себя поэтом. Это, конечно, пронзительная Марина Цветаева. Но я для этого списка литературы на лето 3007-го выберу все же не поэзию, а сделаю для кого-то, возможно, неочевидный выбор в пользу повести о Сонечке. Мне очень хочется познакомить инопланетян с тем, что такое любовь. Чистая, безумная, увлекательная, текучая, музыкальная, смеющаяся, плачущая, расстающаяся, кратковременная, вечная, невозможная и без которой невозможно. Если инопланетяне поймут и почувствуют повесть о Сонечке, то, возможно, они согласятся сохранить наш вид. Ибо при всех наших недостатках и мы способны иногда на такое высокое щемящее чувство, и среди нас, когда бы вы знали, из какого ссора, рождаются Цветаевы. Наконец, пусть эту десятку венчает моя любимая писательница, одна из жемчужин английского модернизма, гениальная Вирджиния Вульф. Здесь мне сделать выбор исключительно сложно, и хочется подарить инопланетянам полное собрание ее сочинений, включая немыслимо трогательные дневники. Но давайте, ради чистоты эксперимента, остановимся на одном романе, и пусть это будет «На маяк». Это глубочайшее исследование природы времени, нашего земного времени, того самого, с которым инопланетянам придется иметь здесь дело. Это спонтанная, рваная, фрагментарная история, уносящая тебя через года и воспоминания к далеким, знакомым берегам, где ты, тем не менее, никогда не была. Эта книга поможет инопланетянам понять, как человеческий опыт может быть многомерным, как он может складываться из мозаики чувств и мыслей, где движение души существует одновременно и во времени, и в вечности. Вот на этой философской ноте, окончательно загрузив инопланетян снова слишком сложным списком литературы, а ведь именно такой была главная претензия широких народных масс к предыдущему нашему инопланетному опыту, нам бы и попрощаться. Но ведь здесь наступает время постскриптума, бонусной книги. И для этой цели я подготовил инопланетянам сюрприз. Сочинение 1405 года. Вдумайтесь, это самое начало 15 века. Сочинение франко-итальянской писательницы Кристины Пизанской. Это книга о граде женском. Литературный и философский текст, в котором Кристина Пизанская ответила на грубые и несправедливые женоненавистнические обвинения писателей мужчин своей и предыдущей эпох. И создала альтернативный мир. Мир, где женщинам обеспечены достоинство и уважение, где у них есть неотъемлемое право на собственный голос. В книге о граде женском Кристина Пизанская подняла вопрос о вкладе женщин в культуру и общественное устройство. Более 600 лет назад она создала этот текст с целью вдохновить и поддержать женщин своего времени, и я думаю, что инопланетяне смогут найти в ее книге многие вопросы, которые остаются актуальными до сих пор. Что же, вот такой у меня получился перечень. Я понимаю, что многие могут быть разочарованы, мол, почему вы, Армен, ничего не ответили по существу? Считаете ли вы первоначальную претензию, которая сподвигла вас на этот выпуск, обоснованной? Почему вы не высказались? Должны ли вы принести извинения
Или, может быть, наоборот, вы хотите защитить свою маскулинную десятку и порассуждать о том, почему ваш выбор был безукоризненным и так далее, и так далее. Господи, это бесконечное словопрение, на котором стоит наш век. Но я хоть и простоват, а все-таки смекаю, что значит пословица «на беду у муравья крылья выросли», и, пожалуй, что Санчо-сочинитель скорее попадет в рай, нежели Санчо-комментатор. Так что, с вашего позволения, не оправдываться, не защищаться я не буду и даже нападать не буду, а только порадуюсь тому, что эта дискуссия позволила нам снова встретиться и поговорить о важном, о литературе. Так что, дорогие инопланетяне, лучше бы вы поторопились, потому что мы вас ждем. У нас теперь есть и список музыкальных треков от прекрасной Ани Веленской, и целых 2 списка литературы от Армена и Федора. Расслабляться не время, ибо там в общей сложности 22 книги, над которыми вам предстоит хорошенько порефлексировать. Так что, пожалуйста, голову дома не забудьте, если, конечно, она у вас есть. А с вами, дорогие друзья, был Армен Захарян и литературный канал Армен и Федор. До следующей встречи.